Полотно эскалатора метро двигается со скоростью 0,75 метров в секунду. Определить время, на протяжении которого пассажир передвинется на 20 метров относительно эскалатора, если идет он в направлении движения эскалатора со скоростью 0,25 метров в секунду в системе отсчета, связанной с эскалатором. Итак, у нас есть условия. Эскалатор движется со скоростью v равной 0,75 метра за секунду. Пассажир должен передвинуться на расстояние 20 метров по отношению к эскалатору. И у него еще есть скорость, которая связана с системой отсчета эскалатора 0,25 метров в секунду. Определить время, за которое он может передвинуться на 20 метров относительно эскалатора. Давайте небольшой рисуночек нарисуем. Вот у нас есть вот этот самый эскалатор неподвижный. У нас есть лента эскалатора, которая движется со скоростью v1 по отношению к эскалатору. Теперь на самой ленте по отношению к ленте в системе отсчета лент пассажир идет со скоростью v2. Значит, по отношению к эскалатору он будет иметь двойную скорость. Он будет v1 плюс v2. То есть в данном случае эскалатор его поднимает немножко быстрее, чем он достает, потому что он движется. И тогда мы можем записать, что расстояние, на которое пассажир может передвинуться, вот это расстояние s по отношению к эскалатору, будет равно сумме этих двух скоростей v1 плюс v2, v плюс v1 плюс v2 и умножить на время. Ну, все тут нам более-менее все известно. Можем посчитать, какое время нужно для того, чтобы пассажир передвинулся на вот это расстояние по отношению к эскалатору, имея такие возможности, что он движется на самом эскалаторе, еще эскалатор тоже движется. То вот t у нас будет равно s, деленное на v1 плюс v2. Давайте сразу запишем значение. То есть 20 метров мы делим на 0,75 метра за секунду, вынесем за скобки. 0,75 плюс 0,25 метра за секунду мы выносим за скобки. То есть мы получаем, здесь будет единичка, то мы получаем в числителе 20 метров, что делится на единицу метра за секунду. Секунды поднимаются наверх, и метры мы можем потом сократить. Метр, здесь будет 1 метр, и тут секунда. Метры мы сократили, итого мы получили 20 секунд. Вот такое нужно время для того, чтобы пассажир относительно самого эскалатора передвинулся скоростью 0,25 метров по движущемуся эскалатору.